Пыльная жара висела над маленьким городком на границе штата. Старое здание амбара, переоборудованное в аукционный зал, было забито до отказа. Люди сидели на скрипучих деревянных скамьях, глядя вперед туда, где начиналось то, что не все решались обсуждать вслух. На деревянный помост вывели девушку по имени Скайлор. Она стояла с опущенными глазами, с руками, сжатыми перед собой, стараясь не встречаться взглядом с теми, кто сидел внизу. Волосы ее были небрежно собраны, платье простое, будто взятое из другого времени. Ее лицо не выражало ни страха, ни надежды, только тишину внутренней капитуляции. Здесь не спрашивали, хочет ли она участвовать. Те, кто управлял подобными торгами, были уверены, в этих краях закон молчит, а деньги говорят. Первый голос раздался из правого сектора. За ним последовал второй, третий. Цены росли. Мужчины переглядывались, оценивая друг друга, словно лоты часть игры. На лице Скайлор ничего не изменилось, но внутри все кричало. И вдруг, в самой дальней части зала, где почти не доходил свет, медленно поднялась рука. Ее поднял человек, о котором никто почти ничего не знал. Он приходил в город редко, всегда в одной и той же поношенной куртке и широкополой шляпе. Его звали Илай Дженкинс, и в округе его знали как молчаливого фермера, что жил в одиночестве на отшибе. Когда он поднял руку, зал затих. Его не ждали, его не знали как участника таких дел. А когда ведущий аукциона подтвердил его ставку, никто не рискнул перебить. Потому что в его взгляде не было ни желания, ни корысти, только ледяная, тяжелая решимость. Через несколько минут торги закончились. Скайлор передали ему. Она стояла в растерянности, не понимая, что происходит. Илай ничего не сказал. Он просто снял с ней веревки, повернулся и пошел к выходу. Девушка последовала за ним, не зная, спасли ли ее или просто купили по-другому. Он не взял ее за руку, не заставил идти рядом. Он просто шел вперед медленно, твердо, как будто знал, что теперь ей больше никогда не придется возвращаться в тот зал. И с каждым шагом, за пределами амбара, за пределами зала, за пределами боли воздух становился легче. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.